Холодный лондонский дождь лил стеной, когда бывший морпех Алекс Картер ждал отца на автобусной остановке. Он давно привык к тишине вокруг, но не к тем воспоминаниям, что прятались в каждом глухом звуке. И вдруг в стороне, под навесом, он заметил исхудавшую немецкую овчарку. Пес не просил еды, просто смотрел так, будто видел его раньше. Алекс не мог объяснить, почему этот взгляд разорвал что-то запечатанное внутри. Собака с трудом поднялась и осторожно подошла ближе. Отец положил руку на плечо сына и тихо сказал: «Хочешь, заберем его?» Пес положил голову на плед, которым был укрыт Алекс, и тот только прошептал: «Он сам нас выбрал». Дома овчарка, теперь уже Рейнер, двигалась осторожно, будто проверяла здание на безопасность. Когда Алекс позволил ему есть, пес ждал команды, как обученный. Это больно напомнило ему о прошлом, о своем служебном псе, Ганнере, погибшем в Афганистане, который однажды заслонил его собой от взрыва. Но Рейнер не ложился у камина. Он вставал слева от инвалидной коляски Алекса, в точности так, как делал Ганнер. В ту ночь, услышав, как пес тихо скулит от кошмаров, Алекс впервые за годы позволил живому существу лечь рядом. Через несколько дней ветеринар в Лондоне, доктор Мария Белл, обнаружила под шерстью служебный чип. «Он необычная дворняга», — сказала она. «Он зарегистрирован как K9. Настоящее имя — Рейнджер. И еще он сын служебной собаки по кличке Ганнер». Алекс выдохнул так, будто земля ушла из-под ног. Мир сжался до одной точки, до собаки, которая стояла перед ним тихо и уверенно, как будто знала, кому пришла. Когда позже мощный шторм обрушился на город, часть гаража их дома под Тоттинг-Хилл сползла вместе с грунтом. Отец Алекса оказался под обломками, вода прибывала. Алекс, оставив кресло наверху, практически полз вниз. Рейнджер шел рядом, удерживал его, подставлял плечо, действовал так же профессионально, как боевые собаки на заданиях. Когда стало ясно, что выбраться самим невозможно, Алекс отдал команду, голос дрогнул. «Рейнджер, наверх! Зови людей!» Собака исчезла в узком оконном проеме, и через секунды снаружи раздался яростный лай. Спасатели приехали почти сразу. Они вытащили отца, потом Алекса, и только затем мокрого дрожащего пса, который бросился к хозяину, будто отвечал за весь мир. «Это не просто собака, парень», — сказал один из спасателей. «Это твой партнер». Алекс прижал Рейнджера к груди. «И всегда им будет». Прошло полгода. На окраине Лондона открылся небольшой центр поддержки ветеранов Ranger Legacy Center. Алекс теперь ходил на протезах, обучал бывших военных работать с собаками-помощниками. Рейнджер всегда был рядом, левый фланг, прикрытие, как и прежде. Один молодой ветеран нервно пытался дать команду своему псу. «Сержант, я не справляюсь». Алекс опустился на одно колено. «Ты не ломаешься. Ты учишься. Так же, как когда-то учился Рейнджер и как учился я». Рейнджер подошел к парню, ткнулся носом в ладонь. Молодой ветеран впервые расслабился. Алекс улыбнулся. Вот и начало. На флажке центра колыхалось новое имя, а рядом стояла собака, которая когда-то пришла к нему из дождя, чтобы вернуть его к жизни. «Партнер», — тихо сказал Алекс. «Мы справились». Рейнджер поднял голову, лизнул руку. И этого было достаточно.